Второй программой из нашего цикла «Спящая красавица» или «Беларусь Unknown» будет тур «Дорога рыцарей». Эта программа существует в двух ипостасях – двухдневной и трехдневной. Если мы говорим о трехдневном туре, то здесь третьим днем может быть экскурсия по Минску и посещение завода карьерных тягачей «БелАЗ». Это крупнейший завод по производству карьерных тягачей в мире. Таких заводов только два – Caterpillar и БелАЗ, но наши, в принципе, больше. Я не буду подробно рассказывать об экскурсии на БелАЗ. Я думаю, об этом уже много есть и фотографий, и видео, и в интернете, и в программах наших коллег. Скажу только, что помимо экскурсий там может быть организовано очень интересное чаепитие, где вам предложат пирожные в виде самосвальчиков, что очень нравится детям. Вторым вариантом третьего дня может быть посещение города Гродно. Я все время говорю, что мы очень многие экскурсии делаем по-другому. И рассказывая эту программу, я буду это повторять постоянно. Так вот, когда мы посещаем Гродно, помимо обзорной экскурсии по этому королевскому городу, мы обязательно делаем ночную экскурсию по Гродно, когда ваши туристы с фонариками будут поздно вечером гулять по старинным узким улочкам нашего королевского Гродно в сопровождении двух замечательных героев. Это не просто экскурсоводы, это герои этого города, которые в нем жили в Средневековье. Как они выглядят и кто они, обязательно узнаете, когда побываете на нашей ночной экскурсии. Я сейчас говорила о третьих днях, если эта программа трехдневная. Но если она двухдневная или 2 дня, которые входят в эту трехдневную программу, то это посещение целый день города Новогрудка и посещение города Лиды. Обычно в стандартных программах наших коллег Новогрудок и Лида занимают 1 день. И в одном и в другом городе экскурсионная программа составляет 2-3 часа. Мы же делаем программу в Новогрудке на целый день. Почему? Потому что Новогрудок на сегодняшний день – это одна из тех дестинаций в Беларуси, которая требует особого внимания туристов, которые приезжают в Беларусь. Конечно, мы обязательно посетим Замковую гору и руины Новогрудского замка, первого великокняжеского замка на территории Беларуси. А у подножия замка мы с вами обязательно посетим Фарный костел, который был основан Витаутом в XIV веке. Этот костел знаменит тем, что в нем крестили Адама Мицкевича. Этот костел знаменит тем, что в нем венчался король Егайло. Но помимо этого, этот костел знаменит тем, что в нем находится склеп с мощами мучениц, монахинь, сестер назаританок. Мы обязательно заводим наших туристов в этот костел и обязательно рассказываем им историю сестер назаританок. Почему? Потому что в христианстве все великомученики жили очень давно и представляются нам какими-то нереальными героями каких-то очень древних легенд. А история сестер назаританок произошла совсем недавно, в годы Великой Отечественной войны. И на сегодняшний день католическая церковь практически закончила процедуру канонизации сестер назаританок. Как гласит легенда, в годы войны, после очередной акции партизан, немцы захватили в заложники около 100 человек, мужчин, жителей Новогрудка. Их должны были расстрелять, если не будут выданы партизаны. И сестры назаританки предложили себя вместо этих мужчин, которым они просили сохранить жизнь. Сестер было 12. 11 были помещены в казематы, а через 2 дня были расстреляны недалеко от города Новогрудка.
Их мощи после войны были захоронены возле этого фарного костела, а совсем недавно перенесены в сам храм. Сегодня это место поклонения не только жителей Новогрудка, но и всех, кто посещает фарный костел. Непосредственно рядом с саркофагом, где захоронены сестры-назаританки, находится книга, где каждый желающий может написать просьбу к монахиням, которые и сегодня служат в этом костеле, чтобы они в своих молитвах вспоминали близких или родных ваших туристов. Но интересен путь и 12-й сестры, которая не была расстреляна, а которая осталась жить при костеле и после войны, и долгие годы при советской власти. И несколько раз предлагали переехать в Польшу, но она осталась вместе с католической паствой, которая находилась в городе Новогрудке. В послевоенное время все костелы в Новогрудке были закрыты. И эта сестра поддерживала храм, поддерживала верующих, помогала организовывать праздники на Пасху или Рождество. И ее крест был не менее тяжел, чем тех сестер, которые погибли, потому что она одна была надеждой, верой и опорой для католиков целого города. Сегодня в городе Новогрудке организован музей еврейского сопротивления. Я почти уверена, что через короткое время этот музей станет достоянием мировой общественности, потому что это единственный случай в истории еврейских гетт, которые были организованы в годы войны, из которого был осуществлен побег. Узниками гетто был вырыт подкоп длиной более 250 метров, который выводил с территории гетто практически на окраину города. Спаслось более 250 человек, которые затем нашли убежище в еврейском партизанском отряде братьев Бельских. И после войны многие из них оказались в разных уголках мира. Мы, наверное, никогда бы не узнали этой истории, если бы Джек Коган в свое время не приехал из Великобритании в Новогрудок, откуда он родом, не встретился с сотрудниками Краеведческого музея города Новогрудка и не рассказал эту историю. Причем рассказал подробно о всех тех, кто с ним вместе находился в гетто. Сегодня эта история вышла на новый виток известности благодаря тому, что из еврейского гетто города Новогрудка спасся прадед зятя американского президента Трампа, Кушнер-Шляпошник. Вместе с ним спаслись две его дочери, одна из которых в партизанском отряде братьев Бельских вышла замуж. Они и стали родными бабушкой и дедушкой зятя Трампа. Семейство Кушнер оказывает спонсорскую помощь музею еврейского сопротивления в Новогрудке. В частности, они выделили деньги на строительство стены памяти. Планировалось, что в этом году летом кто-то из семьи Кушнер обязательно посетит Новогрудок. Как оно получится, очень сложно сейчас говорить. Надеемся, что если не в этом году, то в следующем мы обязательно будем рады видеть потомков Кушнера-Шляпошника. Еще одним абсолютно ни на что не похожим объектом для осмотра туристов в городе Новогрудке является комплекс в поселке Литовка. Его построил бизнесмен Сергей Коваль. Это его видение мира. Я это называю просто фэнтези рядом. И предоставляю каждому туристу самому фантазировать, придумывать, что хотел сказать автор. Мы обязательно посещаем мастер-класс, ремесленный мастер-класс, где каждый, кто будет в нашей группе, независимо от того, маленькая эта группа, либо это 40 или 50 человек, будет в этом центре ремесел изготавливать некий сувенир. Это может быть сувенир из соломки, это может быть фенечка, которую будут ткать как красивый оберег на руку. Это будет
оберег для женщин. Это будет выбиванка, которую будут делать особым способом. Не вырезать ножницами, а именно выбивать. Но обычно это делают мужчины. Ну и, конечно, все смогут приобрести интересные сувениры, которые здесь изготавливают и продаются вручную. Мастер-класс обычно ремесленный, говорят, что подходит для детей. Но уверяю вас, в последние годы мы обязательно включаем в нашу программу посещение Центра ремесел города Новогрудка для взрослых. Вы бы видели, с каким вдохновением, с какими эмоциями люди оттуда выходят. Я всегда улыбаюсь, когда их вижу, и говорю, наверное, последний раз кружок «Умелые руки» был у вас в детском саду. И многие мне говорят, точно, Марина, так и было. Взрослые с каким-то умилением и каким-то действительно детским восторгом создают свои творения. Очень часто завершаем программу в Новогрудке посещением галереи народного художника Беларуси Костуся Качина. Это не просто галерея и выставка его работ, это галерея-гостиная, где они вместе со своей супругой Жанной с удовольствием встречают своих гостей. Если вам повезет, возможно, вы встретите самого художника, который вам расскажет о своих картинах, о его небольшой выставке. А в цокольном этаже его супруга Жанна представит вам великолепную коллекцию стекла, которая была изготовлена на нашем стеклозаводе «Неман», который находится в поселке Березовка. Причем там есть такие интересные экспонаты, которых нету даже в музее на самом заводе. А затем супруги Качины угощают наших туристов чаем с пирогами, где все с удовольствием обсуждают насыщенный день, который они провели в Новогрудке, те впечатления, которые они там получили. Уверяю вас, Новогрудок на всех туристов, которые в нем побывали, производит очень благостное впечатление. Сам городок по себе небольшой, даже, я бы сказала, мястечко, но з нейкім дзіўным колоритом, які нойдзе у сердце кожнага маленький притулок. Во второй день этой программы мы отправляемся в город Лида. Этот город славен своим древним замком, который был возведен по приказу великого князя Гедемина. Замок действительно старинный. Это замок, в котором бились рыцари Средневековья. И сегодня в этом замке проходят рыцарские турниры, на которые съезжаются любители рыцарских боев с близлежащих стран. Помимо замка мы обязательно, просто обязательно посещаем Лидский пивзавод. Сегодня это крупнейшее предприятие, которое производит пенный напиток Беларуси. Вы узнаете обо всех тонкостях приготовления этого пенного напитка. О том, как готовят воду, как приготавливают хмель, солод, какие виды пива изготавливают, как отличить эль от лагера и так далее. Ну и, конечно, обязательная дегустация нескольких сортов лидского пива. Светлого, темного, нефильтрованного. Это всегда завершение нашей программы, дегустация с обедом непосредственно в баре при предприятии завода. Программа этого тура очень четко скомпонована. В ней есть и исторические объекты, в ней есть и производственные экскурсии, в ней присутствуют мастер-классы. Это классическая программа для туристов любого возраста. Для более старшего поколения и для молодых. Приезжайте, Лидское пиво вас ждет.